Голый Джон Сина, Собака на церемонии, Кен и Триумф Нолана. Я расскажу вам, каким была 96-я церемония Оскар. Вручение премии проходило в 23 категориях и открылось с прожарки Джимми Киммелом главных номинантов вечера. Особенно досталось режиссерке Грете Гервиг, не получившей номинации за Барби, и бесподобному Райану Гослингу. Под раздачу комика попали и Оппенгеймер, и Бедные и несчастные. Ведущий всех шутил над именами актеров и их произношением. Открылся 96-й Оскар стабильно идиотскими шутками. Первой победительницей вечера стала Давайн Джой Рэндольф за лучшую второстепенную женскую роль в фильме «Оставленные». Конечно, она была фавориткой и совершенно заслуженно забрала Оскар. Актриса, планировавшая когда-то стать певицей, растрогалась прямо на сцене, рассыпавшись в благодарностях близким и коллегам. Лучший короткометражный анимационный фильм объявляли Крис Хемсворт и Аня Тейлор-Джой. Победителем в номинации стал мультфильм «Война окончена». Режиссер Шон Леннон вместе с залом поздравил свою маму с Днем Матери, который в Великобритании как раз выпал на Оскар. Не отходя далеко, лучшим полнометражным мультфильмом стал «Мальчик и птица» от маэстро Хаяо Миядзаки. Тут я, конечно, слегка опечалился. Мультфильм отличный, но я все-таки ставил на Паука. Надеюсь, уж триквел приключений Майлза отыграется на церемонии и заберет очередную золотую статуэтку. Извини, что отвлекаю, но у меня вообще-то есть телеграм-канал «Петя на кино», где мы обсуждаем все актуальные новости игр, фильмов и поп-культуры в целом. Так что не забудь подписаться на мой телеграм. Ладно, больше не отвлекаю, приятного просмотра. Без особых удивлений за лучший оригинальный сценарий Оскар получает «Анатомия падения». Конечно, это не мой любимый фильм этого сезона, но все же здесь победа «Анатомии» вполне справедлива. Кстати, интересный факт, что сам сценарий «Анатомии падения» совсем не соответствует голливудским правилам. В нем множество фотографий со схемами, неправильный шрифт и общее странное форматирование. Как оказалось, следование правилам не всегда обязательно. И даже так ты можешь получить одну из лучших кинонаград только благодаря усердному труду и таланту. Ну а «Американское чтиво», ставшее для меня лучшей комедией того года, забрало награду за лучший адаптированный сценарий. В основу фильма легла книга Персиваля Эверетта «Стирание». Не читал, но говорят, есть различия. Награда, тем не менее, более чем заслуженная. А «Американское чтиво» — отличный фильм. Ну и потехой вечера стал оставшийся ни с чем Брэдли Купер. Технические номинации за грим и прически, а также лучшего художника-постановщика ушли бедным несчастным Йоргоса Лантимоса. Ну а голый Джон Сина, отсылающий к случаю на Оскаре 1974 года, когда фотограф Роберт Опель побежал голым по сцене, объявил победителя в категории «Лучший дизайн костюмов». И уже третий технический Оскар забрали себе бедные несчастные. Для меня этот фильм является по сути Барби на максималках. И от этого еще смешнее, как во всех категориях прокатили настоящую Барби. Чувствуется какая-то высшая справедливость, что ли, в таком решении. Ну а на протяжении церемонии звучали многие хиты этого года. Затем Дуэйн Джонсон и музыкант Бэд Банни вышли объявлять лучший международный фильм, где победителем стала «Зона интересов». Не забыли на церемонии про каскадеров и постановщиков трюков. Нет, им так и не выделили собственную категорию, однако похвалили и отблагодарили за труд. Ну и одной из самых предсказуемых побед стала номинация «Лучший актер второго плана». Им стал Роберт Дауни-младший, сыгравший Льюиса Штрауса в «Оппенгеймере». Ну, если бы победил не он, это было бы чистейшее безумие. Актер поблагодарил со сцены свое кошмарное детство, академию, жену Сьюзен, своих коллег, партнеров, Нолана и далее по списку. Первый Оскар для Дауни, и буду честен. Если вы видели его актерскую работу в «Оппенгеймере», вы понимаете, почему именно он заслужил эту статуэтку больше других. Ну а Оскар за лучшие визуальные эффекты уплыл к японцам. С их «Годзиллой -1», ставшей не только юбилейной Годзиллой, но и первым фильмом серии, получившим столь высокую награду. Вот тут я тоже промахнулся, поставив на финал Стражей Галактики, где графика была тоже на высоте, но в целом итогом я доволен. В новой Годзилле действительно потрясающая графика, учитывая довольно скромный бюджет. Следующим объявили лучший монтаж. И победил Оппенгеймер. Уж не знаю, насколько заслуженно, учитывая конкурирующих с ним убийц Цветочной Луны, в которых был не менее качественный монтаж. Однако тоже более чем заслуженная победа для Оппенгеймера. Лучшей документальной короткометражкой стала «Последняя ремонтная мастерская», а лучшим полнометражным документальным фильмом стала картина «20 дней
в Мариуполе, что стало первым Оскаром для Украины. Создатели картины покидали сцену под песню I'm Just Ken, от чего стало и смешно, и страшно. Следующей номинацией стала лучшая операторская работа. И свою заслуженную награду снова забрал Оппенгеймер. Съемка на пленку зарешала, и снова максимально справедливая победа. Кстати, свой первый Оскар получил и Уэс Андерсон в категории «Лучший короткометражный игровой фильм» со своей чудесной историей Генри Шугара. Однако сам режиссер на премии не присутствовал. Джимми Киммела к этому моменту было уже слишком много. Его шуточки вызывали лишь тоску. Тоску вызвала и победа в номинации «Лучший звук». Зона интересов забрала свой второй Оскар. И это было бы круто, если бы фильм не был снят лишь для победы именно в номинации за звук. Тут без особой конкуренции. И снова, уже в живом исполнении прозвучало I'm Just Ken. Это во второй раз не совсем уместно, но пускай будет. Тем паче, что Райан Гослинг выдал снова прекрасный перформанс. Награда за лучшую оригинальную музыку к фильму достается Оппенгеймеру. В целом заслуженная победа Людвига Янсена. И, чтобы дважды не вставать, награду за лучшую песню забирает Билли Айлиш вместе с братом Финиасом за песню What Was I Made For. Песня куда сложнее того же Кена и вполне заслуживает стать победителем. Лучшая мужская роль досталась Киллиану Мерфи из Оппенгеймера. Здесь вполне справедливо, Киллиан Мерфи отличный актер. Он лишь упомянул, что так или иначе, мы живем в мире авторства Роберта Оппенгеймера. А лучшую женскую роль забрала Эмма Стоун в «Бедных несчастных». Тут, надо сказать, была самая большая интрига вечера. Эмма Стоун и Лили Гладстоун из «Убийц цветочной луны». У Стоун абсолютно гениальное выступление, но все-таки немного обидно за Гладстоун, которая также выдала прекрасный перформанс. Но истории не случилось, как не случилось и первая победа коренной американки. Очень жаль. Ну а я официально заявляю, Эмма Стоун – одна из лучших современных молодых актрис. И она это в очередной раз доказала. Просто браво. Далее на сцену вышел Аль Пачино под музыку из «Второго крестного отца». Фильму в этом году исполняется 50 лет. А вышел он, чтобы объявить лучший фильм года. Ну и им стал, конечно же, Оппенгеймер Кристофера Нолана. Скорсезе прокатили по всем номинациям, но Оппенгеймер заслужил эту победу. Теперь Нолан официально гений и один из лучших режиссеров всех времен. Это факты, с которыми спорить просто невозможно. Оппенгеймер — это отличный фильм и великая победа для хорошего режиссера. Ну а церемония на этом, собственно, и завершилась. 96-й Оскар не стал каким-то особенным. Да, были места, где я переживал за номинантов. Многие толкали со сцены очень и очень трогательные и иногда важные мысли. Многих победителей получилось угадать. Ну а то еще потехой стал грустный Брэдли Купер и пёсель, сидевший в зрительском зале. Ну, обидно только за Скорсезе. Однако в целом все заслуженно и справедливо. Ну что ж, друзья, таким и был 96-й Оскар. Спасибо вам за просмотр. Смотрите хорошие фильмы, играйте в хорошие игры и помните, все будет хорошо. Пока.